это вот один из способов победить кашель. Это черная редька, друзья. Вот такая красавица. Вот такая она красавица. Я сейчас помою, срежу ей хвостик, срежу ей... ну да, это я оставлю. Или нет, вот это срежу, наверное. Да, чтобы сок выделялся вот отсюда. Здесь как-то покрасивее. Все более товарный вид, потому что сок пойдет отсюда через все поры в блюдце. А мед положу вот сюда. Вот сюда положу. Потому что, чтобы отсюда шел сок, что-то мне не очень хочется, потому что как-то здесь все такое не очень красивое. Надо более гладкую сторону оставить для того, чтобы сок выделялся. Следующий этап покажу вам. Я уже так делала много раз, и когда дети были маленькие. Ну, в общем, хорошая вещь. Редька черная. Я слышала, что и с репой делают, но как-то парят репу с медом, что ли. Но я не знаю. Репа тоже... Я в интернете просто поискала. Я услышала случайно где-то. И поискала в интернете. Да, есть. В духовке что-то ее делают. Ну, как-то редька более проверенный способ. В общем, начинаем получать сок из черной редьки с помощью меда. У меня есть два таких приспособления. Вот это сейчас покажу. Для того, чтобы хорошо вычищать серединку болгарского перца. И еще одна. Я даже не помню для чего вторая. Сейчас я вам показываю просто, как я ею, как коловоротом, или как называется, когда вот прорубь делают. Короче, я по кругу прокручиваю. Этими кусочками я проколола. То есть просто вот так. Пам-пам-пам. Поворачиваю. Пам-пам. Вот так по кругу. Но ею проворачивать вот так по кругу трудно. Я просто наколю, вытащу, передвину, наколю, вытащу. И как бы потом просто вставила вот эту вот. И давай прокручивать уже по кругу. И оно полезло наверх то, что нужно мне вытащить со серединки, чтобы получилась такая дырочка, луночка, в которую я положу мед. Вот столько, друзья, я смогла вытащить вот этим приспособлением. Слушайте, или оно для перца. Я то этим перец вынимаю. Я уже и забыла. Купила два разных. А для чего? То ли клубник. Нет, это не для клубники. То ли помидорку, то ли еще. В общем, короче, два купила. По-моему, было одно вот это для перца. А как-то я и вот этим вытаскиваю, и вот тем нормально. Смотрите, получается, ну, как бы... такая лунка, в которую я даже не буду ее, наверное, углублять. Потому что я как-то последний раз, когда делала, там, не знаю, года 2 назад от кашля, она мне как-то очень быстро вся сошла соком. Я очень глубокую дырку сделала. Поэтому вся мякоть, получается, я вырезала. А сейчас я не буду. Я положу сейчас ее вот так вот по краюшку вот этого бортика. Поставлю так, чтобы она, ну вот, чтобы она не падала. И вы видите, я оставила одну попочку, как называют, и хвостик и цветочек. Я оставила, я положила на бачок. Что-то я так подумала, да не буду срезать эту шапку, зачем? В общем, вот такую лунку сюда как бы влезет свечка, таблетка. Ну вот, чтобы вы понимали, такая величина. Всего лишь, получается, всего лишь вот это вот выбросится. Вот. И я думаю, это будет нормально. Рядом положу на бачок вторую, сделаю также в бачке второй редьки черной такую же лунку и положу и туда, чтобы, потому что я помню, что очень быстро сок как-то выпивается, его хочется пить, потому что он понимает, что он полезный, и в общем-то, почему пусть две дают сок. Я специально взяла не глубокую, но и в то же время не совсем уж плоскую тарелку, она немножечко так, немножко так, как бы бортик у нее такой чуть приподнятый. Ну, в общем, принимаюсь за вторую редьку. Ну вот, смотрите, вторую редьку я даже без вот этой штуки делала. Просто поставила и вот так давай прокручивать. И она въехала, и как-то она вот точно как делают лунку во льду, чтобы сделать прорубь маленькую, ну и опустить туда удочку.
Вот как-то она такая штука удобная. Имейте в виду, у кого такой нет. Как-то она мне попалась, а я в интернете видела. Я и забыла для чего. Я помню, что для перца и для чего-то еще. А вот видите, используется и для редьки пригодилась. Можно острой какой-то такой твердой ложечкой, чтобы не погнулась. Можно ножичком. Да, чем хотите, сделайте такие луночки. Ну вот луночка раз. И луночка 2. И я вам скажу, что я вот так вот их оставлю лежать на этой тарелке рядышком. Вот она хвостиком. Даже не стала хвостик срезать. Пусть она хвостиком упирается потихонечку. И нормальненько я сейчас сделаю. Туда положу этот мед. И будет нормальненько все. И пусть оставлю где-то до утра точно. Ну, на полдня точно. Может быть, на сутки многовато, наверное. Сок она должна пустить раньше. Забыла снять, когда мед положила. Он так плотненько лежал мед. Сейчас еще добавлю сюда. Но то, что был мед уже, вот ночь пролежал, вечер, ночь и уже полдня. И видите, сколько сока. Это уже сок, который отдала сама редька. Через свои поры она выпустила сок, потому что там сладость, там мед. А это пока еще сидит, молчит, думает. Вот. А может, она уже отдает. Она потом сморщится через несколько дней. И я почему-то 2 поставила, потому что одной как-то вроде как мало было мне. Я помню, как-то ее использовала и поняла, что одной мало. Потому что хлебанешь, еще раз хлебанешь, вроде как бац, уже ничего нету. Но вот смотрите, вот такой сок. Очень-очень удобно. Быстро сделать можно, легко, просто, дешево. И самое главное, что это действенно, друзья. От кашля сок черной редьки с медом.